Представьте себе пустыню. В вашем сознании возникают образы бесконечного, иссушенного солнцем песка, где вода — это мираж, а жизнь — исключение из правил. Вы видите Сахару или Атакаму, где годами не выпадает ни капли дождя. А теперь сотрите этот образ. Представьте себе пустыню, которая нарушает все законы географии. Пустыню, которая тонет в воде. Мы находимся на северо-востоке Бразилии, в штате Мараньян. Здесь, на площади в 1500 квадратных километров, раскинулся национальный парк Ленсойс Мараньенсис. С португальского это название переводится поэтично и точно — «Простыни Мараньяна». С высоты птичьего полета кажется, будто кто-то застелил землю гигантским белоснежным бельем, оставив его сушиться на ветру, и складки этой ткани превратились в бесконечные дюны. Но это не просто песок. Между каждой волной этих застывших барханов сверкают драгоценные камни. Тысячи лагун с пресной, кристально чистой водой. Бирюзовые, изумрудные, темно-синие и почти черные, они создают пейзаж, который кажется инопланетным. Это место — величайший визуальный обман природы. Это не пустыня в климатическом смысле, хотя выглядит именно так. Здесь выпадает в 300 раз больше осадков, чем в Сахаре. Это арена вечной борьбы двух стихий — воды и ветра, создающая самую сюрреалистичную экосистему на планете Земля. Добро пожаловать в Ленсойс Мараньенсис, в место, где песок течет как вода, а вода появляется из ниоткуда, чтобы исчезнуть в никуда. Чтобы понять, как возник этот феномен, нам нужно отмотать время назад и взглянуть на геологическую кухню этого региона. Ленсойс Мараньенсис — это не статичный памятник. Это живой организм, который дышит и движется. Все начинается далеко отсюда, в бассейне реки Парнаиба. На протяжении тысячелетий река несет в Атлантический океан тонны осадочных пород. Океан, принимая этот дар, перемалывает его мощными течениями и прибоем, превращая камни в мельчайшую пыль. Но океан здесь не последний хозяин. В игру вступают ветра. Северо-восток Бразилии открыт всем ветрам Атлантики. Здесь постоянно дуют пассаты. Они подхватывают песок, выброшенный океаном на берег, и несут его вглубь континента. Этот песок особенный. Он состоит почти на 100% из чистого кварца. Именно поэтому дюны Ленсойс Мараньенсис такие ослепительно белые. Кварц, отшлифованный водой и ветром до состояния идеальных сфер, отражает солнечный свет с невероятной силой, не нагреваясь так сильно, как обычный желтый песок. Даже в полдень, когда экваториальное солнце стоит в зените, вы можете идти по этим дюнам босиком, не обжигая ног.
Дюны здесь достигают высоты 40 метров. Это высота 12-этажного дома. Под постоянным напором ветра они движутся. Медленно, но неумолимо барханы ползут вглубь материка со скоростью до 20 метров в год. Если установить камеру и снимать таймлапс на протяжении десятилетий, мы увидели бы, как это песчаное море штормит, как волны песка накатывают на мангровые леса, поглощая их и открывают новые пространства. Этот ландшафт сформировался в четвертичный период, и процесс его созидания не останавливается ни на секунду. Каждая песчинка здесь — путешественница, проделавшая путь в сотни километров, чтобы стать частью этой белоснежной простыни. Но песок — это только холст. Настоящую картину рисует вода. С января по июнь над штатом Мараньян разверзаются хляби небесные. Приходят тропические ливни. Они обрушиваются на дюны с неистовой силой, выливая на пески до 1600 миллиметров осадков в год. Для сравнения, это больше, чем в дождливом Лондоне или Санкт-Петербурге. В любой другой пустыне мира эта вода просто ушла бы глубоко под землю или испарилась. Но Ленсойс мараньенсис хранит геологический секрет. Под толстым слоем зыбучих песков на определенной глубине залегает слой непроницаемых пород, уплотненной глины и гранита. Это гигантская природная чаша, которая не дает воде уйти. Вода скапливается в низинах между дюнами, уровень грунтовых вод поднимается, прорываясь на поверхность. Так рождаются знаменитые лагуны. Их тысячи, каждая уникальна. Лагоа-Азул, голубая лагуна, одна из самых известных. Ее воды настолько прозрачны, что на глубине нескольких метров видно каждую песчинку на дне. Цвет воды здесь меняется в зависимости от угла падения солнечных лучей и глубины, от нежно-голубого до насыщенного индиго. Лагоа Бонита, прекрасная лагуна, расположена на возвышенности. Чтобы добраться до нее, нужно преодолеть крутой подъем по сыпучему песку, но вид, открывающийся сверху, стоит любых усилий. Это бесконечная череда водных зеркал, уходящая за горизонт, где белое море сливается с белым песком, и только пятна воды служат ориентиром. Химия этих вод удивительна. Это дождевая вода, практически дистиллированная, но, проходя через песок, она может менять свою кислотность. В некоторых лагунах вода приобретает темный чайный цвет из-за разложения арники, корней растений и водорослей, погребенных под песком. В других она остается кристально чистой. Температура воды идеально комфортна, около от 28 до 30 градусов Цельсия, создавая эффект природного джакузи посреди пустыни. Этот сезон — время расцвета парка. Пустыня превращается в архипелаг из тысяч песчаных островов, окруженных пресной водой. Но самое удивительное, что в этих временных водоемах, которые существуют всего полгода, кипит жизнь.
Как в замкнутом водоеме, который еще пару месяцев назад был сухой песчаной ямой, появляется рыба? Этот вопрос веками занимал умы местных жителей и первых исследователей. В лагунах Ленсоис мараньенсис обитает несколько видов рыб, но самым знаменитым резидентом является рыба-волк – траира. Это хищник, способный выживать в экстремальных условиях. Секрет ее появления кроется в невероятной стратегии выживания. Когда сезон дождей заканчивается и лагуны начинают пересыхать, рыба-волк зарывается глубоко в ил, который остается на дне бывших водоемов. Она впадает в состояние диапаузы, своего рода спячку. Все жизненные процессы замедляются до минимума. В этом влажном иле, под слоем раскаленного песка, рыба ждет следующего сезона дождей. Она может ждать месяцами. Как только первые ливни снова наполняют впадины водой, рыба воскресает, выбирается из своего убежища и начинает цикл размножения заново. Но есть и другой путь. Многие лагуны соединяются с постоянными реками, такими как Риу-Негру, которые протекают через парк. Во время пика половодья реки выходят из берегов и соединяются с озерами, создавая водные коридоры. По этим магистралям рыба мигрирует из постоянных водоемов во временные в поисках пищи и мест для нереста. Кроме того, важную роль играют птицы. Кулики, крачки и другие пернатые переносят икру рыб на своих лапах и перьях из одного водоема в другой, заселяя изолированные лагуны жизнью. Экосистема парка гораздо богаче, чем кажется на первый взгляд. Здесь можно встретить красноухих черепах, кайманов, а в мангровых зарослях на побережье обитают крабы и моллюски. Но, пожалуй, самым красивым зрелищем является алый ибис – гуара. Эти птицы с оперением ярко-красного, почти неонового цвета стаями пролетают над белыми дюнами на закате. Контраст ослепительно-белого песка, синей воды и красных птиц создает палитру, которую невозможно забыть. Посреди этого бескрайнего моря песка существуют настоящие острова стабильности. Это Рестингас, участки, покрытые растительностью. Самый известный из них – Кеймада дус Бритус. Это настоящий оазис внутри пустыни. Зеленое пятно площадью в несколько гектаров, зажатое между гигантскими дюнами. Здесь растут пальмы карнауба и бурити, кешью и кустарники, способные удерживать почву своими корнями. Растительность останавливает движение песка, создавая безопасную гавань.
В этом оазисе живут люди. Около 100 человек, несколько семей ведут здесь жизнь, которая мало изменилась за последние 100 лет. У них нет электричества, кроме солнечных панелей и генераторов, нет дорог, нет магазинов в привычном понимании. Их дома покрыты пальмовыми листьями, а пол часто земляной или песчаный. Жизнь в Кеймада-дус-Бритус подчинена ритмам природы. В сезон дождей они ловят рыбу в лагунах и выращивают маниоку, фасоль и кукурузу на крошечных участках плодородной почвы. В сухой сезон они занимаются скотоводством, разводя коз и кур и сбором орехов кешью. Их изоляция почти абсолютная. Чтобы добраться до ближайшего города, нужно идти пешком по раскаленному песку несколько часов или ехать на внедорожнике по сложнейшему маршруту, который знают только местные водители. Но эти люди не чувствуют себя узниками. Они — хранители оазиса. Они знают каждую дюну, каждый порыв ветра. Они научились читать пустыню как открытую книгу.